Всем привет, с вами снова славный дружба Обломов. Когда я сказал Сереге, что мы сейчас будем делать этот рецепт сладкого, он сказал: что ты сказал? Скажи. Я сказал: зачем ты пытаешься, зачем ты мучаешь себя и меня? Ведь у нас в любом случае ничего не получится. Серега просто был уже оператором на нескольких рецептах сладкого, которые, скажем так, никогда не выйдут в эфир, потому что получилась полнейшая шляпа. Сейчас мы с вами попытаемся сделать рецепт не очень сложного, но очень вкусного Наполеона. Собственно, что там может не получиться? Тесто готовое слоеное, я не вижу смысла тратить на это время, потому что слоеное тесто стоит копейки, а делать слоеное тесто, прослаивая маслом и выпекая, зачем это нужно? Мы просто раскатаем готовые листы и их запечем. Но дело не в этом, тут все получится. А вот с кремом может выйти шляпа, поэтому... Да, собственно, что я вам говорю, давайте посмотрим, что выйдет. А спонсор видосика всемайки.ру. Кому нужны кепочки, футболочки, курточки, рюкзачки, сувенирная продукция с любыми принтами, надписями, по собственному эскизу, по собственному макету, проходим по ссылочке в описании. Кстати, у них появилась супер клевая функция. Например, вы смотрите такие: футболка с Илоном Маском, все дела, как здорово, но... Вам что-то не нравится, вы хотите добавить какую-то надпись, как-то принт немного сдвинуть, увеличить немножечко, может быть. У них теперь есть для этого редактор. То есть вы такие: ну, прикольно, но я хочу... Вот так вот, я хочу, чтобы Илон Маск сидел и говорил not bad. Теперь для этого есть специальный редактор. Вы можете таким образом кастомизировать футболку, толстовку, штаны. Вы можете картинку отзеркалить, добавить какую-то надпись, увеличить, уменьшить, сдвинуть. Что я вам рассказываю? Ссылочка находится в описании, сходите да посмотрите сами. Огромное спасибо за спонсорство всемайки.ру. Слоеное бездрожжевое тесто, вот оно продается вот в таких вот пластах. Обычно в упаковке по 2 вот таких вот пласта. Просто вываливаем на стол. Можно стол немножко припылить. Наша задача все эти листы раскатать в 2 раза. Но на самом деле это не так, чтобы очень тяжело. Ну, так катнули, может даже в 3 раза. Вот оно, слоеное тесто. Ну, вот у нас типа лист не раскатанный, вот он как бы вот и вот раскатанный. Ну, вы поняли. Окей. Так, отлично. Теперь берем противень и прикидываем, какого же размера мы хотим, чтобы у нас был торт. Я хочу, чтобы он был примерно вот такого размера, квадратный. Кладем вот так лист. Отлично. И обрезаем, ну, предположим, вот такого размера, пускай будет торт. Ни в коем случае обрезки не выбрасываем. Все время, пока мы будем делать крем, мы будем выпекать коржи. Как выпекать слоеное тесто, раскатанное в 2 раза? 240 градусов 10 минут. Но тут есть одна небольшая штука. Если просто его туда поставить, оно будет вспучиваться и будет не очень равномерно. То есть здесь такой будет ком, здесь такая шишка непонятная. Поэтому, если у вас есть 2 одинаковых противня, вот вы один и второй сверху, и он не даст этому куску теста, не даст ему вспучиться неравномерно. 10 минут. Сейчас покажу, что вышло. Короче, чтобы вы понимали, если у вас духовка фигачит, то это 10 минут 240 градусов. Если она не фигачит, посмотрите на первом корже. Возможно, для вашей духовки это будет 13 минут или 15. Я говорю о слоеном бездрожжевом тесте, раскатанном примерно в 2 раза. Показываю, что получилось за 10 минут. Видите, немножко противень поднялся, то есть оно немного поднялось. Но при этом это, видите, идеальный такой кусочек воздушного слоеного, и он не поднялся как бы пузырями. Это прям вот такой вот, не знаю, горячо, сука. Ну и, собственно, по аналогии вырезаем примерно такие же квадраты и дальше закрываем вот так вот противнем, либо чем угодно, чтобы он чуть-чуть прижималось. Говорим там: привет, Сири, поставь таймер на 10 минут. Ваш таймер установлен на 10 минут и 0 секунд. Спасибо. И, собственно, так все коржи и выпекаем. Ну, вы можете поставить чуть больше температуру, их так нафигачить, сразу несколько выпекать, но крем делается долго, поэтому мы никуда не торопимся, пускай они по 10 минут выпекаются, нам нужно там 5, 6, 7 край штук. И... Так, по крему. Для крема нам нужно вот что. Ставьте на паузу и, собственно, записывайте. Вот, типа, запомнили? Окей, что мы с этим всем сделаем? Так, тара, 300 грамм сахара,
Давай, 300 грамм, достаточно много сахара. Это все-таки торт Наполеон. Ну, типа того, плюс-минус. И это на литр молока. Только смотрите, чтобы было 1000 миллилитров молока. А то они иногда, знаете, там 876. Нет, литр молока, обычного молока. Сахар разводим в молоке, доводя его до кипения. Смотрите, главное, чтобы ничего не убежало. Сразу можно вот так сыпать сахар. Пока оно там закипает, берем 150 грамм кукурузного крахмала. Это почти целый пакет. Кукурузный крахмал и 4 яйца. И замешиваем. Так, давай, 150 должно быть. Возьмем 4 яйца, но в нашем случае 5. Наверное, вы уже догадались, почему мы возьмем 5. Потому что у нас какие-то яйца нифига не крупные. Вот так. Ну и в это время у нас поспевают коржи. Один за другим примерно одинакового размера. Послушайте. Провалил. Крахмал сыпем вот так весь в яйца и замешиваем до однородности. Когда яйца полностью размешиваются, получается вот такая жидкая сметана без комочков. Теперь вливаем туда где-то стакан нашего горячего сладкого молока постепенно. Возьму свою поварешку козырную. Поварешка — это половник номер 16! Поварскую. И теперь... Это нам нужно для того, чтобы ничего не отслоилось, и мы поженили крахмал с яйцами и сладкое молоко. Ну вот, пару стаканов. Все растворилось, ничего не отслаивается, шикарно. Теперь, когда мы сюда добавили молока, теперь возвращаем все назад в молоко на микроогонь и взбиваем, месим до загущения. То есть сейчас там яйца как бы сырые, они начали только сворачиваться от горячего молока. Сейчас мы постоянно мешая, будем все это дело на крахмале и яйцах, грубо говоря, загущать. Но у нас ничего теперь не отслоится, потому что мы как бы все это дело правильно добавили сначала молока, а потом назад. В один прекрасный момент, просто за доли секунды, крем начинает превращаться в крем. И именно в этот момент его нужно прям мешать ультрасильно. Это происходит реально за 10-15 секунд, понимаете? Чтобы вы понимали, все, выключаем, само собой, газ, как только он начинает загущаться. 30 секунд назад это было жидкое молоко, а сейчас это уже крем. Чем быстрее мешаете, тем, собственно, меньше вероятность, что будут какие-то комочки или еще что-то. В этом рецепте абсолютно в любой момент можно добавлять ванилин, хоть в самом конце, хоть сейчас. Я добавлю сейчас, на самом деле, практически целый пакетик можно добавлять. Консистенция с 5 маленькими яйцами, либо, как вы уже видели, тут с 4 большими яйцами, она будет вот такая идеально кремовая. Целый пакетик ванилина сюда, либо можно жидкого ванилина, там уж решайте сами. И размешиваем, хотя можно это и на последнем этапе сделать чисто по вкусу. Консистенция вот такая, зацените. Прям, ну это идеальная кремовая консистенция. Осталось только добавить масло, но это потом. Нам нужно все это дело теперь охладить, прежде чем замешивать с маслом. Ну тут какая тема? Можно поставить в холодильник и ждать часа 3. А можно просто набрать ванну прохладной воды и поставить туда, пока не наберется 10 сантиметров. Смотрите, чтобы вода не попала в крем. Вода, собственно, обладает гигантской теплопроводностью, поэтому остудит все буквально минут за 15. Если вы видите, что верхний противень немножко перекосило, просто перед тем, как доставать, так, чутка, нажмите так, оп, выжимаем лишний воздух, и вот наш слоеный лист. Так, коржи делаются, крем остывает, сейчас будем смешивать его с маслом. Небольшой комментарий. Данный рецепт я советую строить вокруг свежих фруктов, которые вы нашли. То есть, например, блин, какая красивая клубника. Вот. То есть, конечно, я понимаю, что этот Наполеон можно сделать самостоятельно. У нас уже понятно, что он, скорее всего, получится, потому что ничего не отворожилось, не отслоилось. Ладно, я постучу, чувак, не смотри на меня так. Я надеюсь, что все получится. Коржи вроде нормально получаются.
Фишка в том, что мне нравится, что в Наполеоне была какая-то фишечка из серии, ну вот, например, у нас есть голубика и клубника. То есть вы идете по магазину, голубика, клубника, можно сделать Наполеон. Потому что масло, молоко, ванилин, сахар — это есть всегда и везде. А вот офигенные клубничины или офигенные голубичины встречаются не так часто. Да, кстати, вы, наверное, спросите, типа, а вот я там обрезал все до нужных коржей более-менее нормального размера, а что делать со всякими непонятными обрезками? Да, очень просто, вот так вот нахлобучиваем их и сделаем из них такую труху сверху тортика. После остывания крем становится такой густой, прям, не знаю, как такая мягкая губка. Настало время месить его с мягким маслом. То есть, чтобы вы понимали, мы остудили крем ниже комнатной температуры, и он стал таким очень-очень плотным, грубо говоря. Но как только вы этот тортик вынимаете, то он становится мягким. Нам нужно 300 грамм сливочного масла мягкого. И вы можете месить это 3 года, но руками. Но я воспользуюсь вот такой вот, как называется? Планетарный миксер. Планетарным миксером пусть будет. Просто нарезаем масло, оно комнатной температуры такое уже более-менее мягенькое, но если нарезать его кусками, ему будет легче. Так, где-то примерно вот так. Сначала размесим маслице. О, тихо, аккуратно. А вот наши, не знаю, как сказать, осколочки. Я их подержал побольше, подольше, чтобы можно было сделать такую вот, не знаю, как сказать, труху. Вот так. Теперь постепенно по ложечке добавляем наш крем в масло и перемешиваем. Ну, когда при комнатной температуре, то становится гораздо мягче. Прям так. Пеньк. На самом деле в рецепте данного крема говорилось, что нужно вот эту вот массу остуженную в масло добавлять постепенно, но я добавил, все сразу, и все отлично размешалось, все шикарно. Это прям идеальные консистенции, нежный, гладкий, без комочков. Вот такой, не знаю, как вам показать. Вот так вот, прям идеальный крем. На вкус он божественный, то есть это прям вот как в топовых дорогих пирожных. Идет такой полумасляный, не творожный, да, полумасляный, но легкий крем. Коржи слоеного теста я делал на глазок, поэтому какие-то получились кривоватенькие, но типа тесто стоит так дешево, что и пофиг. Вниз кладем самый большой и начинаем собирать такую пирамидку, чтобы обрезать, чтобы все было ровным. На самом деле, по большему счету, вы можете просто все это дело наваливать, будет кривенько, но очень вкусно. Я просто для видео, поэтому я так аккуратненько обрезаю и всякое такое. Но учить вас собирать торт, я думаю, не нужно. Слой голубики я сделаю нижним. Типа того. Ну, короче, куча голубики будет. Может так навалить, я просто аккуратненько делаю для видосика. Вот так как-то. Но можно сюда добавить все что угодно, хоть ананас. Следующий слой и тоже кремца вот так. Отлично. Кремца нормально на следующий слой. Ну и тоже разравниваем как-то вот так. У меня такая лопатка есть, хотя это можно сделать и просто ложкой, ножом, чем угодно. Следующий слой это слой клубники, нарезанный вот так. Отлично. Клубника нынче особо хороша.
Так. Следующий слой. Блин, этот крем офигенный. Серега мне за кадром что предложил? Есть весь крем, и видос, конечно, не получился. Но нет, я думаю, что видос все-таки выйдет. Так, здесь у нас ничего не будет, кроме большого количества крема. Так. Ну и, собственно, последний слой это что? Это крем. Я думаю, это очевидно, да? Блин, зацените, он прям такой мягчайший тортище. Так, теперь главное ничего не сломать. Поставим торт в противень. Вот так. И сверху вот этой присыпочкой. Ну и давайте отрежем вот так с краешку. Тестим. Смотрите, какая тема. Мы торт собрали, и сразу я его ем. Он офигительный, но разваливается. То есть ему, само собой, чтобы он был плотный, ему нужно... Нет, так-то норм. Видите, он типа квадратный такой, все дела. Но когда ты ешь, он все-таки расслаивается по кусочкам. Все равно очень вкусно, но не так красиво есть. Но я буду говорить за себя. Что касается Наполеона, мне нравится, что вот эти коржи именно хрустели. То есть он сделан, съели в течение там нескольких часов. Можно, конечно, оставить его на ночь. И, тогда он такой усядет, будет поплотнее, поаккуратнее. Но вот так вот хрустеть коржи уже не будут, если он настоится ночь. А мне нравится именно вот этот нежный крем. Это не мой рецепт. Я его взял из инета. И он офигенный. Серег, я считаю, что это в золотой пантеон. Да, само собой. Ну, вот это очень вкусный Наполеон. Минимум из-за крема. Ну, из-за крема. Сам по себе, типа, да, понятно, что вкусные. Клубника, голубика, это все вкусно. Просто слоеные такие. Вот слышите? Мне нравится, пока они хрустящие. Хотя на следующий день тоже будет божественно, 0 вопросов. Блин. Ну, не знаю, вот, Серега, скажи за крем, Я не могу подобрать эпитетов, у меня слишком маленький словарный запас, чтобы, ну, типа вот термин нежнейшее как раз вот к этому. Вот оно прям такое прям сочное, сладкое, при этом не приторное, не терпкое такое, знаешь, вот именно вот. Я бы сказал, его есть. вот к Наполеону этот крем идеально подходит. Прям, я не знаю, кто его изобрел. Я собрал его из 3 рецептов из инета. Но вот этот рецепт с яйцами, кукурузным крахмалом, сливочным маслом, молоком, ванилином, это очень круто. И, ну, чтобы вы понимали, он не супер жирный, типа жрешь масло, типа, господи, масло, аж печень заболела, нельзя жрать килограмм масла. Но и не такой, знаете, как взбитые сливки, типа съел, вот что съел, хрен его знает, растворилось, воздух. Нет, это реально крем. Ванильный, нежный, слегка масляный, но не супер тяжелый крем. Нужно понимать, что на такой торт уходит там, блин, это литр этого крема уходит. То есть это достаточно жирная тема, но это не чисто масло. Там масла сколько всего? 300 грамм. Короче, народ, данный рецепт смело повторяйте. Фишка в том, что здесь ничему не получится. Разве что вы первый корж засунете в духовку, корж, я сказал, пласт теста слоеного, и вы посмотрите, там 8 минут у вас или 13 минут он будет выпекаться. Один потестили, сбалансировали, все. Ну и прижимайте вторым противнем. Короче, этот рецепт очень-очень хорош и однозначно идет в золотой пантеон. А с вами был Славный Друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. И, собственно, давайте так. Самая офигенная фотка этого Наполеона будет у меня в Инстаграме. Вот мой Инстаграм, само собой, тоже подписывайтесь. Всем пока.